На русском рынке нет у нас компании, которые 30 лет готовы показать стабильность. Называется «делатель вдов». И не пытаться отыгрываться. Позу закрыть и потом разбираться, в чем причина. Нажал кнопку. Вот. Пусть научится сам, и сам мне заработает денег, а мне не надо прикладывать усилий. Всем привет! Меня зовут Виктория Дьякова. Мы продолжаем серию интервью на нашем YouTube-канале. Сегодня у меня в гостях Алексей Афанасьевский, основатель хедж-фонда «Финартель». Алексей, привет! Вика, здравствуй. Очень рада, что ты согласился, и очень рада тому, что мы сегодня побеседуем вживую. Мы встретились с Алексеем на Кипре. Алексей, расскажи, пожалуйста, про свой фонд. Как давно фонд существует? Почему вы выбрали кипрскую юрисдикцию? Фонд официально запущен с 1 октября 2018 года, хотя команда, которая в нем собралась, по большей части начала торговать еще года за полтора до официального начала. Мы выбирали юрисдикцию, в которой мы будем делать фонд, и остановились на Кипре, потому что здесь сразу несколько факторов сложилось. Во-первых, это Евросоюз. Хотя, казалось бы, Евросоюз должно быть дорого. То есть мы долго смотрели, чтобы это была не какая-то там островная юрисдикция. Хотя Кипр, конечно, остров, но имеется в виду там всякие BVI, Кайманы и прочее. Здесь действует английское право. В Европе английское право было только в 4 странах. В Англии, Ирландии, на Мальте и на Кипре. Англия уже теперь не Европа. В Ирландии все очень дорого. И есть свои особенности законодательства. На Мальте есть свои тоже проблемы с законодательством и с налогами. А на Кипре очень хорошая, соответственно, история с английским правом. Плюс к этому очень прикольная все, что касается налогов. Здесь нет capital gain, то есть на прирост капитала клиенты не платят налогов. И здесь почти нету налога на дивиденды для всех новых резидентов. Каникулы на 17 лет там платится, по-моему, какой-то оборотный налог, что ли, там порядка 1,5% или 2%. То есть эта штука позволяет сделать европейский, белый, абсолютно прозрачный фонд, естественно, который платит все corporate tax, но при этом с очень мягким режимом в плане налогов и для клиентов, и для прибыли. Хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас денег под управлением? Какой рост с момента запуска к сегодняшнему дню? Изначально, когда мы еще не открыли фонд, у нас было порядка $2 миллионов, которые были деньгами только нашего якорного инвестора. В момент запуска у нас было $4 миллиона. Соответственно, сейчас у нас немного меньше $100 миллионов. То есть за 1,5 года мы увеличили вот до таких объемов. По российским меркам это очень крупный фонд. По меркам американским это маленький стартапчик. Хорошо, смотри, у вас алго-стратегия. Вы начинали с небольшой суммы, да, по сути дела. Сейчас у вас денег стало гораздо больше. Ваши стратегии, они масштабируются на такие объемы? И если вам принести фонд, у вас уже сейчас почти 100 миллионов, а если принести еще 100 миллионов разом, ваши стратегии масштабируются на такие большие деньги? Мы изначально отбирали те стратегии, которые могут масштабироваться. Это, собственно, одна из точек была, потому что возможность увеличивать капитал, она есть далеко не во всех стратегиях. Если мы возьмем какие-нибудь высокодоходные вещи в виде HFT, мало того, что они требуют вложения в инфраструктуру, они очень сильно лимитированы по ликвидности, и больше определенного объема нельзя туда залить. Мы делаем большой упор на диверсификацию и очень большой упор как раз на масштабируемость, чтобы мы могли без риска снижения доходности увеличиваться в 2 раза, в 3, в 5, в 10. Хотя психологически, конечно, я хочу сказать, что одно дело, когда под управлением пара миллионов, и ты видишь движение в десятки тысяч долларов, которые тебя пугают в день, просто переоценка любого, естественно. А когда у тебя совершенно другого порядка суммы, и ты видишь движение внутри дня, через некоторое время все становится вполне приемлемым. Хорошо, ты сам заговорил про доходности. Какие доходности? Целевая доходность у нас у фонда порядка 15-20% годовых.
мы ставили себе задачу быть лучше, чем бандовая история, там, в 2, 3, 4 раза при сопоставимых рисках. Хотя, конечно, у нас заложен штатный риск внутри года, там, вплоть до 7% годовых, а в экстренных ситуациях и 10, и 12 может быть. Ну, в общем, мы стараемся говорить о цифре в процентов 15-20. Шарп какой? Шарп у нас в настоящий момент где-то порядка единицы. Это, ну, приемлемый шарп, хотя, конечно, хочется, чтобы он был больше. Для трейдеров, которые нас смотрят, какой ты считаешь вот шарп приемлемый? Ну, смотри, что вообще такое шарп? Это отношение доходности к волатильности equity стратегии, там, группы стратегий. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем шарп выше. Чем более волатильно ты зарабатываешь, то есть падает, растет, тем шарп меньше. Если шарп больше нуля, то значит ты в принципе зарабатываешь. Если шарп равен единице, это значит, что ну, примерно твоя годовая доходность, грубо говоря, сопоставима с твоей там, годовой просадкой. Поэтому все, что больше единицы, это, в общем, неплохо. Все, что меньше единицы, это вещи, которые такие достаточно вызывают вопросы, но приемлемы. Ну, все, что отрицательно, это, конечно, не здорово. Но надо понимать, что, в общем, шарп – это некая такая условная вещь, которая может совершенно по-разному характеризовать алгоритм в зависимости от того, что он делает. Есть стратегии, которые сидят в просадках, но потом обязательно приносят. Как, например, какой-нибудь спред, там, межтоварный, календарный спред. В большинстве случаев ты понимаешь, что эта ситуация вернется, и из просадки алгоритм выйдет. Шарп у него оказывается не очень хорошим, но при этом ты понимаешь, что она достаточно безрисковая. То есть волатильность equity не означает убытка. Или, например, алгоритмы, которые стоят ровненько, потом подскакивают вверх. Потом снова стоят там несколько месяцев, потом снова подскакивают. То есть для таких алгоритмов более адекватным является не шарп, а сортина. Но в принципе надо понимать, что вот в таких пределах она работает. А может быть алгоритм с замечательным совершенно шарпом, что очень часто бывает на Форекс-рынках, который показывает очень хороший шарп, такой замечательный, а потом случается просадка, и все сгорело. Это вот там те же мартингейлы, контртрендовые стратегии. Если ты заработал, все хорошо. Если ты проиграл, ты удваиваешь ставку, ты снова проиграл, ты удваиваешь еще раз ставку. И графики этих стратегий такие растущие, замечательно, просто с великолепным шарфом график. Потом, бац, такая пиписька вниз. О, выжили, нормально. Потом еще одна так, ну ничего, вроде есть. А потом, бац, и она ушла в ноль. Это как раз тот самый случай, когда шарп оказывается неадекватным, потому что вроде характеристики все хорошие, а потом все сгорело. Мы поговорили про доходность, а сейчас, конечно, важный вопрос. Скажи, пожалуйста, какие рынки, какие инструменты, критерии выбора этих инструментов? Ну, рынки, которые мы торгуем, это организованные ликвидные рынки. У нас очень большой объем торгов, который мы делаем на межтоварных спредах, на календарных товарных спредах. Мы делаем большой объем опционных спредов, и вертикальные, и горизонтальные, и диагональные, то есть целый набор разных вещей. Практически все это вот, развитые рынки, Америка, Европа. Мы с большим интересом, там, где есть возможность, лезем на товарные рынки развивающиеся, Бразилия, Япония. Соответственно, инструменты по большей частью это деривативы на суверенные индексы национальные, это деривативы на товарные инструменты, какой-то объем валют. В какой-то степени мы торгуем индексные корзинки, индексные истории, но очень, очень немного, и небольшая часть у нас есть трендовые, контртрендовые, алгоритмические вещи на американских акциях. Критерий выбора. Я
несколько раз рассказывал анекдот, я его повторю, как на горке два быка и обсуждают внизу стадо находящееся. И один говорит, слушай, какая замечательная рыжая корова, давай, говорит, спустимся. Он говорит, подожди, жуем траву. Говорит, вот, смотри, какая пегая корова. Говорит, ну просто супер, давай, говорит, ее. Говорит, жуем траву. Он говорит, слушай, говорит, ну вот это в яблоках серое, ну просто, я вот это самое хочу. Ну давай спустим. Он говорит, подожди, сейчас дожуем, спустимся, и все стадо будет наше. Мы исходим как раз из того, что нам нужны инструменты, которые можно действительно масштабировать, которые дают диверсифицированные equity. Потому что у нас достаточно диверсифицированный набор стратегий и подходов. В ситуации, когда случается кризис, нас не должно убить, потому что у нас ограниченное количество инструментов. Мы, как говорил Талеб, завтра должно наступить. Мы выбираем те инструменты, которые нам позволяют в самых плохих сценариях остаться на плаву и обеспечить доходность на будущий год, через два. Подожди. Но ты же сам лично не выбираешь, не сидишь руками, выбираешь все эти инструменты. У вас же есть алгоритмы, которые выбирают инструменты. Смотри, у нас есть, конечно, алгоритмы, но у нас еще и есть подходы люди и трейдера. У нас фонд очень сильно диверсифицированный. У нас есть несколько принципиально разных команд внутри нас, которые делают, я бы математическим языком сказал, ортогональные вещи, которые перпендикулярные друг другу, находящиеся в разных плоскостях, которые торгуют разное. И у нас есть чисто алгоритмические истории, когда робот, математика, какая-то торговая система на всем протяжении своей жизни работает с минимальным участием человека. Отбор каких-то параметров, бэк-тестирование, вплоть до исполнения. У нас есть истории, где у нас автоматизирована или алгоритмизирована часть отбора торговых стратегий, но исполнение происходит руками. Что очень часто бывает, если это редкая торговля, но такими системными вещами, как я уже сказал, товарные спреды или опционные спреды, у нас может быть сделка, я не знаю, по какой-то стратегии 2 раза в год или 3 раза в год. Отдавать ее роботу – это совершенно ненужный риск, потому что время, чтобы протестировать, нужно очень много, и в момент, когда это случится, что-то может пойти не так. Гораздо лучше, чтобы это сделал человек. Есть истории обратные, когда мы делаем какую-нибудь опционную торговлю. Там решение принимается на основе каких-то моделей, но вход в позицию происходит человеком. Он рисует некий профиль, по которому он собирается взять опционы, а потом это требует дельта-хеджа. Дельта-хедж – такая штука, которая полностью автоматизированная. И так далее. То есть это довольно разнообразные вещи. Алексей, правда, что нужно хеджировать только хвост портфеля? Тут ситуация такая, что любой хедж стоит денег. Если вы хеджируете конкретную стратегию, то хедж – это некое спасение, которое нужно обязательно. Если у вас довольно большое количество стратегий, то лучше, конечно, хеджировать весь рынок от каких-то экстремальных ситуаций. Потому что когда случается движение в каком-то инструменте, вам надо иметь купленные края, которые вас защитят. Но может быть ситуация, когда у вас ничего не происходит год, ничего не происходит 2, ничего не происходит 3. Вы смотрите на equity, который у вас получился, вы понимаете, что вы заплатили 20%, 30% от того, что вы могли взять с рынка, вы это дело заплатили за то, чтобы себя обезопасить. И потом вы думаете, ладно, и буду делать без этого. Последние годы показывают, что рынок очень сильно коррелирован. Что в момент, когда начинается большое движение, притом плохое такое движение, многие активы начинают идти одновременно, волатильности растут вместе. И один из способов, такой, который может быть, это, например, хеджировать, покупая колы на VIX. То есть это получается опцион на опцион. То есть это такой двойной мультипликатор. И это приводит к тому, что вы будете каждый месяц платить какие-то деньги, которые будут тратиться совершенно гарантированно, сгорать. Но потом в какой-то момент это вам может помочь в сложной ситуации.
Сейчас я хочу поговорить о тех событиях, которые были весной 2020 года, этого года. Расскажи, сколько денег заработали в марте, сколько денег заработали в апреле? Год веселый. В марте мы заработали совершенно замечательно. Это была очень приятная, хорошая доходность, я бы сказал, это easy money. Хотя у нас были проблемы с брокерами, которые совершенно необоснованно увеличивали требования по обеспечению. Нам приходилось перегонять деньги между брокерами. И, кстати, тоже одна из проблем, которая у нас была, это как раз Кипрский банк. И трансфер между разными брокерами занимал там до 2 суток. Но тут у нас ни одной проблемы не было, и был только прибыток. К сожалению, в апреле мы влетели. В апреле мы влетели сильно. И как раз вот этот самый хвостовой риск, который у нас заложен, порядка 10% максимального возможного падения мы получили. И, в общем, доходность пары кварталов мы оставили. Как раз вот на этой самой истории с нефтью, с арбитражом Брента и WTI. Я думаю, что мы где-то к осени выползем к таким приемлемым цифрам. Пока сидим в небольшой просадке, конечно, неприятно, но, опять же, это вот хорошая диверсификация, частично прикрытые края, потому что много платить за хедж нельзя, но какую-то часть надо. И это ровно вот та самая ситуация, которая описана Талебом. Главное, чтобы наступила завтра. Вот она наступила, и мы живы, продолжаем работать. Хотя, конечно, неприятно, поцарапало. В деньгах сколько? При размере нашем 100 миллионов, около 10%, понятно. Так, как ты себя чувствовал в это время? И это было что-то безумное. То есть это, конечно, я терял в процентах в жизни бывало больше, но в абсолютных цифрах такого у меня, конечно, никогда не было. Что делать? Транквилизаторы немножко. Самое главное в такой ситуации не пытаться отыгрываться, не пытаться относиться к этому как к возможности. А вот сейчас мы зайдем, и вот у нас есть инвестор, который стоит сзади и дышит спину, и мы сейчас давайте рискнем всем, ва-банк поставим на зеро и отобьемся, отыграемся. Ни в коем случае. Пару трейдеров приносили мне такие идеи, я бил по рукам, говорил: ребята, сидим, работаем по стандартному плану, который есть. Ни в коем случае не пытаемся чего-то менять. Несколько миллионов вернулось, продолжаем работать. В общем, история неприятная, но все, что нас не убивает, делает сильнее. Вы захеджировали к тому моменту весь рынок? Нет, мы какую-то часть мы захеджировали. Как я уже говорил, мы сильно диверсифицированы, поэтому был маленький кусочек. Я бы сказал, что у нас была еще одна история, которая была совершенно незаметна, потому что тогда она составляла очень небольшую сумму. Но вот мы, когда только запустились, это нормальная история. В той торговле, которая у нас есть, у нас заложены просадки. Они, естественно, бывают. Это все-таки не покупка бандов американского казначейства. Мы хотим все-таки иметь чуть-чуть побольше. Но когда мы запустились в 2018 году, в ноябре месяце у нас случилась просадка по спреду на газе. Если вы помните, был такой фонд, назывался Option Sellers, и там основатель плакал на камеру, говорил: извините меня, простите, я там проиграл 500 миллионов. Вот у нас тогда в ноябре ровно на том же самом спреде, на Widowmaker, он называется «Делатель вдов». Widowmaker – это опционный спред между мартом и апрелем. Мы влетели и оставили, наверное, двухмесячную доходность. Но именно за счет того, что мы были диверсифицированы, что эта история занимала маленький кусочек. Она регулярно приносит. Но раз в 3-4 года он рвет. Нельзя на этом спреде вкладывать большой объем. У нас есть замечательная совершенно стратегия, которая приносит 100 годовых. Потрясающая стратегия. Но она раз в где-то 6-7 лет приносит минус 50. А если этот 7-й год будет вот этот год будет 7-м? Мы же не знаем, с какого мы начнем. Если у нас подряд будет 2 таких года, вероятность же не очень маленькая. 7 на 7, 49. То есть раз в 50 лет, 2%. А вот этот год и следующий у нас случилась просадка в 50%.
У нас есть стратегия, которая дает 200% годовых. И раз в 4 года она сгорает в ноль. Можно эти стратегии торговать или нельзя? Ну, если вы трейдер, который у вас есть только эта стратегия, и она у вас работает в единственном экземпляре на весь ваш объем, использовать этого нельзя, потому что вы потеряете. Но если вы выделяете под эту стратегию, допустим, там 1% от фонда, и у вас 3 года подряд с этого самого 1% вы себе получаете 1 дополнительный процент доходности. 2% доходности. Нет, доходность 200%. Да, 200% мы зарабатываем. Получаем 2% дополнительной доходности. И 1 год минус 1. Итого мы получаем суммарно за 4 года 5%. Ну, то есть в среднем очень хорошая вещь. Должен быть маленький кусочек. И естественно, что это должно быть правильное, то, что называется money management, когда мы собрали разные стратегии вместе и хвосты захеджировали. В этом случае в сложной ситуации вы не утонете, а хоть сколько-нибудь приятно и заработаете. Скажи, пожалуйста, математики и кванты вытеснят простой народ с рынка? Ты знаешь, я надеюсь, что нет. Потому что какие у нас есть источники денег на рынке? Их 4 штуки. Первый источник – это центральный банк. Он приходит, ФРС, центральный банк, и вваливает деньги, то есть государство. Вот то, что мы наблюдали КУЕ, то, что мы наблюдали сейчас весной этого года. Это деньги системные. Второй источник денег – это деньги компаний, которые они заработали на рынке. Дивиденды, купоны по бандам, неважно, что это, каким образом компания привлекает деньги, там, продавая свои акции или беря в долг, не имеет значения, она потом за эти деньги расплачивается с рынком. Это второй источник денег того, что приходит на рынок. Третий источник денег – это большой крупняк, которому не важно, какую неэффективность он создаст локально. Приходит крупный производитель чего-нибудь или крупный покупатель. И он сдвигает рынок, потому что ему сейчас надо обеспечить себе цены до конца года. И то, что он может в течение там, ближайших 2 недель найти лучшие цены, ему не важно. Надо сейчас закрыть квартал, полугодие, всем получить бонусы и знать, что до конца года у них гарантированная прибыль. Или это какой-нибудь крупный инвестиционный участник, у которого очень большой объем, и он должен в течение большого времени набирать позицию или сдавать. И это тоже делается не самым эффективным образом. Такие шакалы, как алгоритмисты, собирают какую-то часть своего. Но четвертый источник, он тоже очень важен, а иногда оказывается и не менее важен. Это то, что на жаргоне называется мясо. Индивидуальные предприниматели, да нет, что я говорю, индивидуалы, которые хотят заработать денег, которые считают, что сейчас это казино, на котором можно сделать, которым можно вот поднять много, и сейчас тот самый момент. И в большинстве случаев это люди, которые неадекватно воспринимают риск-менеджмент, берут сумасшедшие плечи. Это те, кто оставляют деньги на Форексе. И я надеюсь, что какая-то часть из них останется, потому что это тоже источник денег. Ваши роботы самообучающиеся? Ну, я думаю, ты знаешь, что я много лет увлекаюсь искусственным интеллектом, всякими самоорганизующими системами, но нет, нашей системы не самообучающейся. Все, что мы торгуем, как правило, завязано на какую-то идею, либо статистическую, анализ рынка, либо какие-то фундаментальные взаимосвязи и что-то подобное. Но при этом мы продолжаем копать. Я, в частности, мне очень эта тема интересна. Но нам не удалось сделать робота самообучающегося, такого, что вот ты нажал кнопку, вот, пусть научится сам, и сам мне заработает денег, а мне не надо прикладывать усилий. Нам удалось сделать какие-то торговые стратегии, которые вроде как показывают доходность, сопоставимую иногда с тем, которые делают другие роботы, но это черные ящики. Как у Стругацких было в сказке о тройке, а там у нее внутри неонка. А вот мы не знаем, что там у нее внутри. И в ситуации, когда у меня есть понятная история, я понимаю, что там у нее внутри, и есть у меня какая-нибудь нейросетка, которая дает сопоставимую, а то и хуже доходность, я все-таки выберу то, что я понимаю. Если вдруг какой-то момент эта сетка покажет совершенно сумасшедшую доходность, которая будет гораздо больше, чем у такого
такого более классического подхода, я рискну и какую-то часть денег выделю, скажу, ну ладно, пусть оно торгует, а вдруг сломается, ну, мы уже заработаем до этого. Но в торговле мы этого практически не используем. Ты сам допускаешь, что могут быть такие, когда-либо создадут таких роботов, которые будут только рубить бабло и вообще не совершать никаких ошибок? То, что создадут роботов, которые будут рубить бабло и не совершать ошибок, однозначно нет. Ну, просто 100 пудов. Мы знаем на примере вот нас тут сидящих, что есть нейросетки, которые можно обучить неплохо работать. Вот эти самые коллоидные биологические сетки, которыми мы и пользуемся. Но это значит, что если такие технологии появятся, они появятся сразу у многих. И возможность сделать самообучающую систему, она окажется у многих. Возможно, в какой-то момент, я это допускаю, люди станут неэффективны на рынке. Но таких эффективных сеток в руках разных команд будет много. И соревноваться будут между собой они. Пока этого еще нету, чтобы это было что-то значимое. Пока еще люди в состоянии обыгрывать рынок систематически. Сколько это продлится, не знаю. Что такое крипта? И торгуете ли вы крипту? Крипта – это другое мясо. Только не то, которое теленок кукуруза, а возвращаясь на 2 вопроса назад, то самое мясо, которое является источником денег на рынке. Мы, конечно, обратили внимание на крипту, разумеется. И мы очень захотели тоже ей торговать. И, как я уже говорил, мы очень белые, очень пушистые. И мы пришли к нашему регулятору, к Сайсеку, кипрскому регулятору, и сказали, а мы хотим торговать криптовалютами. На нас посмотрел регулятор и сказал, ну вы знаете, можно, конечно, вроде не запрещено, но мы вам рекомендуем не больше, чем 15% от объема ваших средств. Это желательно, чтобы был дериватив или какой-нибудь CFD, выпущенный кем-то другим. Этот кто-то другой должен быть сертифицирован у нас, а мы никого не сертифицируем. Ни один кипрский банк вам не разрешит сделать ни одного платежа по криптовалютам. И лучше не надо. Поэтому криптой мы не торгуем за одним единственным исключением. В мире есть фьючерс на биткоин, который торгуется на Чикаго, на CME, который является совершенно прекрасной авторизованной биржей. Но у нас был наш предыдущий меморандум нашего фонда. И даже там у нас было так сформулировано, что мы только изменив формулировки, мы пришли к регулятору, и нам сказали, да, можно. Наш администратор нам сказал. То есть мы на организованном рынке, полностью прозрачном, на CME, только там мы получили с правильной формулировки в нашем меморандуме право торговать не поставочным расчетным фьючерсом на биткоин, который торгуется в Чикаго, на Чикаго Меркантайл. Это круто. И понятно, что в тот день, когда придет регулятор и скажет, все, крипта с сегодняшнего дня можно, мы будем торговать, ну, наверное, в какой-то доле небольшой. Потому что даже сейчас эта доля у нас очень небольшая, ну, там есть интересные стратегии. Но один из огромных минусов крипты, как там у Булгакова было, человек не просто смертен, а внезапно смертен. Вот крипта, она не просто волатильна, она внезапно волатильна. Мы понимаем, что если случилась какая-нибудь хрень в Америке, она не просто так. Появился ковид, что-то выступил Трамп, там есть какие-то предпосылки, отчеты, еще что-то. А крипта там стоит, потом бац, вверх ушла, потом бац, ушла вниз. И чего? Роботы наши, которые мы там пытались даже настроить, в общем, не шибко эффективны оказались. На классических инструментах интересней. Поэтому мы, наверное, полезем в крипту, когда будет можно. Ну, то есть мы смотрим на любые инструменты, которые можно торговать. Но Бразилия, Индия, Новая Зеландия на порядок для нас интереснее как способ получения нерегулярной прибыли, нежели крипта. Что делаете на российском рынке? На российском рынке мы делаем не очень много. У нас есть кое-что, что мы торгуем. Алгоритмические вещи на индексе, на российском, на рубль-доллар. Кое-что торгуем на... Есть ловушка бюджетного правила, в которой мы понимаем, что если нефть упала, это вот как с пшеницей, там, рисом и соей, мы понимаем, что если пшеница упала, то через некоторое время либо пшеница вырастет, либо там, рис и кукуруза упадут тоже. То же самое здесь. Если нефть упала, то через некоторое время либо нефть отрастет, либо доллар вырастет.
вот это самое рубль-бочка или там русский бренд, как его ни называй, понятно, что это не чистая история, но она все равно есть. И даже этот год показал, что на больших сильных движениях такие вещи можно делать. Хотя, конечно, лучше отторговывать русский рынок тоже на CME и на Лондоне, брать бренд на Лондоне, на рубль-доллар брать на CME. Во всяком случае, не возникает даже еще рублевых рисков к тому же. Ну, не то, что рисков, это не риски, но там, если торгуешь на русском рынке, надо все время думать там, о рублевой марже, где надо все время конвертировать в валюту и так далее. Для хедж-фонда, для управляющего, какой объем денег реально торговать на российском рынке? Эффективно? Не могу сказать, потому что там есть разные ниши, там есть какие-то такие наполовину инсайдерские, наполовину фундаментальные. Кто-то хорошо знает Россию, мы ее знаем не очень хорошо, хотя много лет торговали. То есть мы всегда знали вот организованную часть, не связанную особо с внутренностью. Я знаю, что ХФТшники на нашем рынке в состоянии освоить 1-2 миллиона, может быть, 3. Вот я знаю несколько таких команд. Те, кто торгует российские акции, очень часто больше, но я не понимаю, как они это делают. То есть я не понимаю, у меня нет идеи, почему они это делают. С опционными историями на российском рынке можно торговать, там бывают неэффективности, иногда очень неплохие и лучше, чем на западном рынке. Но больше, чем там, я не знаю, $500 000, $1 миллион в там, опционные спреды хотел сказать, на S&P, на РТС и на Сишку, мне сложно представить, как засунуть, вот исходя из того, что у нас есть. Создаст ли это дополнительный движ, то, что московская биржа запускает торговлю американскими акциями? Я думаю, что создать может в какой-то момент, но, в принципе, поведение московской биржи было всегда довольно специфическим во время объединения бирж. Они, по сути, забрали себе срочку, и то, что осталось НПРТС со своим рынком, это какой-то был глоток конкуренции. Я так понимаю, что это было как в том анекдоте про Изю около небоскреба с Ситибанком, когда Абрам подходит к Изи и говорит: Изи, говорит, дай мне в долг $20. А Изи говорит: слушай, говорит, видишь, я торгую семечками, у меня договоренность с Ситибанком, они не торгуют семечками, а я не даю в долг. Вот, я так понимаю, что была договоренность между МВБ и НПРТС, что, может быть, она была неформальной, то есть понятно, что она была неформальной, что московская биржа не лезет на рынок американских акций, а НПРТС не лезет на площадку российских акций. Сейчас московская биржа на это дело пойдет, то есть в какой-то мере это будет кусок конкуренции, но я это вижу скорее как желание Мамбы окончательно сожрать недоеденного конкурента. И я надеюсь, что НПРТС поборется и сумеет реализовать то, на что она замахнулась, и ей не помешают это сделать. Это запустить альтернативный рынок акций. Вот это будет интересно. То есть, если НПРТС выживет, и это будет 2 площадки, на которых будет конкуренция и по российским акциям, и по американским акциям, для рынка это будет супер. Если в результате всей этой истории Мамба сожрет все, что осталось от РТС, то это будет, конечно, еще один гвоздь в крышку гроба российского рынка. Звучит пессимистично. Ну, почему? У нас есть выбор. Пока еще не реализовалось будущее. Так много рынков. Так много инструментов. Какие технологии используете? Я бы не сказал, что рынков все-таки много. Мы стараемся выбирать довольно похожие вещи, но действительно их много. У нас несколько команд, пришедших в разное время, и, опять же, основным критерием для нас является эффективность торговли. Я по возможности, как бывший айтишник и как руководитель, стараюсь, как в армии, безобразно, но однообразно, но сильно палку не пережимаю, потому что основной критерий – это деньги. И если люди говорят: вот мне так удобнее с моей написанной системой, вы подстраиваетесь под меня, потому что я приношу деньги, а не я под вас, я говорю: да, хорошо. У нас есть торговые системы, понятно, брокерские, у нас есть система CQG, у нас есть наши системы контроля рисков, у нас есть большой кусок
наших роботов, написанный в системе, в экосистеме MetaTrader. Российскими системами мы не пользуемся. Метак же он больше для Форекса. Да, для Форекса. Ты знаешь, Метак специфическая история с большими плюсами и с минусами. Они выпустили в прошлом году, я так понимаю, что мы у них были одной из первых подопытных свинок, решение для хедж-фондов, потому что, в общем, это система для брокера. И брокер управляет счетами своих клиентов, создает им внутреннюю ликвидность, рынки и так далее. Но на этой системе мы, по сути, получили себе единую базу данных, по всем линейным инструментам. Мы получили очень удобный и дешевый механизм работы с маркет-датой. Потому что мы маркет-дату заканчиваем в торговую систему Метака, и она дается всем роботам. У нас трейдеров гораздо меньше, чем роботов. Соответственно, под них есть разные счета. Метак очень хорош для работы с акциями, потому что форексные вещи, которые у них наработаны многолетние, прекрасно ложатся на акции. Он чуть похуже отображает истории с фьючерсами. У них там есть недоработки, но они мне клятвенно уже обещают в течение года, что доделают. Там есть шлюзы, которыми мы коннектимся к нашим брокерам. Какие-то шлюзы мы писали сами, какие-то шлюзы писал Метак, и мы этим пользуемся. Есть шлюз интерактива IB-шный, который мы подключили, метатрейдерский. У нас есть наш собственный шлюз, который мы писали, там, как Санти, например. В общем, у меня в итоге мы из нашей айтишной конторы, которая у нас выполняет служебные функции, сделали вот такого небольшого разработчика шлюзов. И сейчас пишем шлюз к Credit Suisse и к CQG. То есть валютные вещи идут отлично, акции идут отлично, фьючи идут со скрипом, опционов нет. Это огромный минус для нас того, что нормальной доски опционов там нету. И, в общем, это приводит к тому, что некоторая часть у нас только использует MetaTrader именно для торговли. И еще у них, кстати, прикольная очень вещь. Они запустили в этом году. Они всегда были такой открытой платформой, а мне как айтишнику это было клево. То есть ты можешь написать код и торговать там, с помощью робота на осях или там, на .NET, там, Sharp, что угодно. Они сделали питоновский интерфейс. Они сделали вначале Python и R, но, по-моему, R они похерили, решив, что он им не нужен. Ну, собственно, мне никогда он не нравился. А питоновская обертка очень прикольная, и часть роботов, и очень много квантовых вещей мы делаем, оборачивая вокруг движка MetaTrader, берем оттуда данные. Ну, то есть, там есть вещи, которые сыроваты, но уже сейчас это очень классная и большая экономия. Напоследок, посоветуй, пожалуйста, книжку о рынке, самую важную для тебя. О рынке. У меня было две таких книжки. Первую я даже не помню, кто автор, но я думаю, автор здесь не принципиальный, потому что таких книг довольно много. Это финансовая математика. Это то, как считать стоимость фьючерса, стоимость опциона. И самое главное, что я оттуда вынес, это то, что не бывает бесплатных завтраков. Что стоимость фьючерса – это просто стоимость денег, стоимость хранения и базовый актив. Когда у нас в начале 90-х появлялись первые рынки, люди считали, что это цена, что фьючерс – это цена в будущем, что это мы торгуем в будущем. Нет, ничего подобного. Это актив, который будет храниться до некоторого момента в будущем. То же самое с опционами. Это некие эквивалентные формы, в которых ты говоришь, вот у тебя есть так и так. И ты можешь это дело объединить, и у тебя не должно быть разницы. У тебя по разным дорожкам, если ты приходишь к одной и той же стоимости актива, у тебя должно быть одинаково. Ну, например, ты даешь деньги компании в долг. А то, что ты купил акцию, не знаю, какой-нибудь Сбербанка, и от того, что ты дал Сбербанку в долг, тебе ни холодно, ни горячо. То, что ты акционер, и твой голос чего-то значит, не имеет ни малейшего значения. Ты настолько маленький, что дивиденды, которые ты должен получить от Сбербанка, и стоимость бандов, которые Сбербанк заплатит по ним купоны, за там 30 лет должна быть одинаковая.
Проблема в том, что на русском рынке нет у нас компании, которые 30 лет готовы показать стабильность. Но на американском рынке это очень справедливая вещь. То есть, там рынок акций и бандов должен совпадать. Фьючерсы потом должны совпадать. Какие-нибудь более сложные истории, там, более хитрые деривативы. И вот любая книжка по финансовой математике, она очень полезна как базовая. Но я бы назвал еще одну книжку, вторую из совершенно другой области, понятно, тоже рыночной, которая в свое время мне дала совершенно потрясающее понимание опционов. Я много лет торговал арбитражи, я торговал какие-то хитрые стратегии. Не сам торговал, я уже говорил, что я плохо очень торгую. И мой психотип не позволяет торговать, за меня торгуют роботы. Но мои роботы торговали такие вещи. А опционы я как-то относился как к чему-то, в общем, понятно, но не особо интересно. И книжка, которая мне дала понимание того, насколько это просто в плане логики, не значит, что просто в плане торговли. Любая торговля сложна. Как это отобразить и понять, это была книжка Коннелли «Покупка и продажа волатильности». Понятно, что моего бэкграунда математического вполне хватает, чтобы понять сложные модели, биномиальные, Black-Scholes, или после апрельского падения нефти теперь говорят, что уже Башелье надо использовать, а не Black-Scholes, вернуться к более старым вещам, или какие-то еще более навороженные вещи Коппола навороченные. Но все что угодно может быть. Но вот Коннелли – это книжка, в которой очень мало математики. Она читается буквально за несколько дней. И она дает 80% понимания того, что нужно по опционам. Понятно, что если вы не торгуете опционом, вам мой совет совершенно бессмысленный. Но если вы торгуете опционом, если собираетесь торговать, то это та вещь, которая вам даст понимание, как этот рынок устроен, вообще, что это такое. Очень рекомендую. Раз уж упомянули, не могу не задать вопрос. Только ленивый не прошелся по модели Black-Scholes в этот период. И все стали резко адептами Башелье. Расскажи об этом. Смотри, на самом деле все достаточно просто. Башелье – это старая модель опционов, которая позволяла использовать отрицательные цены. А Black-Scholes нет. Вот все отличие. В принципе, сама модель Black-Scholes, она достаточно условная. Это некий инструмент, которым пользуются на рынке. Один из начальных принципов, заложенных в модель Black-Scholes, это то, что у нас есть некая фиксированная волатильность по всему рынку. Из этого мы считаем некие параметры. Греки. Как у нас изменится стоимость нашей позиции при изменении цены, при изменении волатильности, при уменьшении времени до экспирации. То есть некие характеристики. Любой многомерный объект, ты не можешь его увидеть сразу во всей совокупности. Тебе надо увидеть какие-то срезы. И нормальная рабочая история. Но уже сразу было понятно, что нет, люди не ведут себя по той модели, которую заложил Black-Scholes, потому что они считают, что шанс, что, простите меня, пи***ет, он всегда большой и может быть очень больно. И поэтому за то, что люди продадут опцион сильно далеко, потому что стоит он мало, говорят, не, ребят, я хочу больше денег. И та самая улыбка волатильности, которая есть, прямая, ухмылка скошенная, но ее особенность в том, что у нее поднятые края, что волатильность по краям, она выше, чем в центре. То есть люди считают, что вероятность того, что мы уйдем сильно далеко, она гораздо больше, чем эта небольшая, которая должна быть по распределению Гаусса. И мы, когда пользуемся формулой Black-Scholes для расчета волатильности, для рисования улыбки, мы должны понимать, что в общем на рынке она не совсем действует. И чем дальше от центрального страйка, тем меньше это похоже на жизнь. А Башелье, в общем, та же самая хрень, только для рынка, который может уйти в отрицательные значения. Торговать края – это нормально? Смотря как кто. В принципе, края хорошо покупать. Продавать края, не покрытые на все деньги, это очень рискованно. Это значит, что в какой-то момент тебя порвет к чертовой матери. И любой брокер имеет право закрыть твою позицию, потому что у него написано, что извини, дорогой,
У нас бывали сейчас вот в марте ситуации, когда у нас мы оказывались проданы по волатильности на таком сумасшедшем рынке, и мы были проданы АТМ в центре. И это нам приводило к увеличению ГО. Мы были вынуждены гонять миллионы долларов со счета на счет, чтобы нас не крыли, чтобы мы не фиксировали убыток. А в некоторых случаях мы даже были вынуждены на одном брокере руками закрывать позицию, на другом открывать такую же, потому что мы не успевали перевести деньги. И это приводило к убыткам хотя бы того, что мы платили дополнительную комиссию, дополнительный спред по рынку. В ситуации, когда такого запаса там нету, или это немалая часть торгов, это риск того, что тебя порвет просто как ту самую собачку в клочья. Брокер или биржа могут быть ответственными за убытки, которые несет трейдер? Брокер или биржа могут быть ответственны, если они идиоты и нарушили свой регламент, а если они сделали все в соответствии с регламентом, нет, они не могут быть ответственны. То есть у них прописан договор. Если они действовали в соответствии с договором, они, конечно, ни в чем не виноваты. Если ты говоришь о ситуации этого самого 18-го года, весны, когда было движение на рынке, или, например, вот сейчас, когда там были отрицательные цены. Но в отношении русского рынка я бы сказал, что тут ошибка есть другая, она фундаментальная. То есть, если мы говорим об истории 2018 года, то там все брокера действовали в соответствии с регламентами, биржа действовала в соответствии с регламентами. А вот если глобально посмотреть, то, конечно, наша биржа, она слишком играет в то, что это крутой развитый рынок независимой страны. На самом деле, конечно, нет. Наш рынок вторичен, российский рынок. И если на Западе в этот день люди торгуют, нечего выпендриваться и делать выходной день у нас. И наоборот, если на Западе в этот день выходной, нечего выпендриваться и делать в этот день, соответственно, торговый день. История 24 декабря, по-моему, тоже 2018 года, когда бренд нигде в мире не торговался, а в России таки он торговался, как в том анекдоте, говорит, Мойша, говорит, как это самое ты нашел? Говорит, иду я, говорит, вижу, кошелек лежит. Говорит, шаббат, мне нельзя работать. Что делать? Я взмолился, Господь явил чудо. Везде был шаббат, а у меня таки был четверг. Везде в мире был шаббат, никто не торговал бренд, а в России торговали бренд. Его загнали к чертовой матери, а потом вернули, потому что наши сказали, у нас торговый день. Необходимо, чтобы рынок наш, особенно там, где он является вторичным. Понимаешь, ладно, Сбербанк какой-нибудь, который нигде не торгуется. А нефть, которая является очень важной историей для нашей экономики. И если она на Западе торгуется, она должна торговаться в этот день. Хоть у нас 1 мая, хоть 8 марта, извините, девочки, надо торговать. Если у нас не торгуется на Западе, то и у нас не надо это торговать. Вот это критическая вещь. И опять же, та вещь, которая была с нашими этими самыми фьючами на нефть, там поставочный фьючерс на VTI был. Ребят, у вас же не поставочный фьючерс. ЦМЕ за несколько дней предупредила, что будет возможны отрицательные цены. Ваши системы либо не поддерживают, тогда скажите, ребят, мы прекращаем торговать, изменился спецификации, мы такой не можем делать. Планки. Планки должны быть не по нашим правилам, а по тем, которые есть на Западе. То есть должно быть копирование. Если вы делаете полную копию этого инструмента, должна быть такая же. Вот как есть, насколько я знаю, по-моему, на Тайване есть много зеркал. Индийское зеркало есть. Они торгуют индийский рынок, они торгуют, по-моему, Новую Зеландию, что ли, еще что-то. Но торгуются через Тайвань, если они путают. Тайвань путают. Не помню. По-моему, Тайвань. А с этого рынка вы торгуете другие рынки. Копируйте их в один. Не выдумывайте, вы здесь не критичные, вы здесь не главные, вы ведомые. Вот это очень важная история, да. Почему на российском рынке так мало поставочных контрактов? На мой взгляд, есть некие такие исторические вещи, сложившиеся у нас, связанные с тем, как рынок возникал, и это были большие плюсы и большие минусы, потому что вообще рынок наш возникал много позже, чем американский и западный, и мы какие-то ошибки смогли избежать. Например, нам не надо было делать сложную систему клиринговых членов. У нас биржа
до последнего клиента, что на Т0 в ММВБ, что на Форте, рассчитывала обязательства. И у нас как бы, человек приходил, говорил, вот у меня есть $100. Но на $100 может торговать. Потому что как бы, никто никому не доверял. Был такой фильм как с Караченцевым, как строили железную дорогу. Там они покупали паровоз в Англии. Им не хватало денег. И они приезжают, вот не хватает, надо купить. Там Ольга Кабупова играла еще. И тут Караченцев говорит, я решу проблему, уходит куда-то, приходит, вот пачка денег. Как так? Я, говорит, пришел в английский клуб. И в английском клубе, смотрю, играют. Блэкджек, по-нашему очко. Джентльмен говорит, 21. Я говорю, покаж. А он мне джентльмен, джентльмену верит на слово. И тут-то мне фишка и поперла. Вот у нас на рынке никому не верили. Вот на американском рынке построена система, где джентльмен верит джентльмену на слово. У тебя есть клиринговый член, там клиринговые банки, члены, несколько уровней брокера, субброкера. И каждый верхний отвечает за предыдущего. И ты можешь, в принципе, открыть позицию на квадриллион триллионов. Но будь любезен к вечеру обеспечить ГО, который ты принесешь в клиринговый дом, иначе начинаются там безумные санкции. А на нашем рынке мы знали, что любой твой клиринговый член это может быть кидало, лошня, вообще кто угодно. И поэтому биржа была вынуждена обеспечить систему обеспечения безопасности на самом последнем этапе. Что на рынке Т0, что на Форте. Соответственно, эта система, она очень хорошо работала вот в этой системе контроля, но она не предполагала каких-то историй с поставкой, слишком большие риски. То есть это раз. Два, а что можно ставить? Какие вещи? Ну, акции. У нас рынок был сделан, в отличие от американского, где были там опционы на акции, если можно, например, ставить акции. У нас он был сделан трехступенчатый, а не двухступенчатый. У них были, например, сразу опционы на акции. И это довольно ликвидная история. Ты знаешь, что ты получаешь акцию, что ты получаешь актив. У нас были опционы на фьючерсы, фьючерсы на акции. Это тоже в какой-то степени ограничивало, но хотя бы у тебя поставка по фьючерсам была. С товарными рынками еще сложнее. А что у нас можно было ставить? Вся эта имитационная история с питерской биржей нефтяной, я имею в виду не ту, которая РТС, там же несколько бирж. СБМТСБ ты имеешь? Да. Когда там вдруг ребята пришли с нормальными совершенно технологиями и начали разувать нефтяные компании, которые там занимались прокидками, они сказали, как это так, это наши деньги, а вы у нас тут забираете, вы мошенники. У нас нет этой культуры. У нас фондовый рынок, к сожалению, устроен для того, чтобы... изначально он строился как посыл, то, что это действительно часть экономики, но сейчас он все меньше и меньше. Регулятор экономики, такой основной, то место, реактор, где вот все горит, плавится и правильно все взаимодействует. А потом эта потребность исчезла, и все меньше и меньше он выполняет эту функцию, поэтому какие поставочные товары. Алексей, спасибо тебе за интересный разговор. Надеюсь, встретимся в ближайшее время вживую еще раз. Спасибо, Вик, было очень приятно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно напишите, кого нам пригласить в следующий раз. И мы обязательно это сделаем.